Всем привет! У нас очередной заказ. Это вот такой вот выжигатель молний с полным его комплектом. Поедет он у нас, заказчик у нас Юрий, поедет в Московскую область, город Лобня. Вот. Выжигатель выглядит вот таким вот образом. Вес аппарата около 5 килограмм, вес набора 6 килограмм. Доставка будет у нас выполняться с деком. Выжигатель этот, у нас обзор на него есть на нашем канале. Можно будет подробненько посмотреть на него. Сейчас я пробегу небольшой такой обзорчик, простенький. Подробно о нем рассказывать не буду. Стоит у него защита от перегрева. Вот, встроен у нас термометр. Можно следить по этому электронному термометру за перегревом, чтобы он не перегревался. Защита стоит на 70 градусов. Вот. Также здесь есть индикаторная лампа включения сеть. И индикаторная лампа — это защита от перегрева 70 градусов. Как только он отключится, лампочка погаснет. Вот. И нельзя будет им выжигать. Вот. Но термометр будет показывать температуру, и кулер будет его остужать постоянно. То есть это не отключается. Отключается только сам трансформатор. Вот. Но следите, не давать ему превышать, там, видите, подниматься будет, если 50-60 градусов, то остановите, дайте ему немного остыть. Разъем под крокодильчики 2000 вольт на передней. На переднем у нас панели. По бокам у нас располагаются вентиляционные решетки. И на задней панели у нас кулер располагается. Гнездо под сеть 220 вольт. Предохранитель плавкий 6 ампер и включатель сеть. Также у нас имеется разъем под педаль, то есть проводной пульт управления, так скажем. В комплект у нас входит инструкция по выжиганию с цветными иллюстрациями. Также здесь есть паспорт выжигателя, инструкция по паспорту. По выжигателю. Так, в комплекте у нас щетка для зачистки сажи от, после выжигания, так скажем. Отвертка для закручивания саморезов. Саморезы служат в качестве электродов. В комплекте они тоже есть. Вот саморезы идут. Кисточка для нанесения раствора. Ложка мерная для соды. Здесь у нас саморезы идут в комплекте, да, в виде электродов. В виде плоского электрода такая вот пластина оцинкованная. Идут в комплекте также ватные диски. Смачиваются они в растворе соды. Ложится вот этот плоский электрод на смоченный тампон. Вот. Сначала смоченный тампон ложится на выжигаемую поверхность, на уже смоченную поверхность ложится влажный тампон, смоченный в этом же растворе. Потом на этот тампон ложится диэлектрод плоский. Вот, и к этому же электроду плоскому подключается крокодильчик. Вот. Но по идее не должны от молнии отходить от этого влажного тампона. Вот. Молнии будут расходиться, идти только от самореза, который вкручен в деревянную заготовку. В принципе, как вариант. Но это, опять же, нужно будет опять все пробовать. И иногда получается так, иногда так. Вот. Но, по идее, не должны отходить от него молнии, от тампона влажного. Так, виточка наша в комплекте. Так, идет здесь в комплекте сода в емкости и специальная емкость для разведения раствора. То есть этот раствор можно будет, да, оставить его здесь, закрыть крышечкой и оставить до следующего выжигания. Ну, конечно, если вы планируете выжигать не через месяц, не через два. Вот. Если долго не будете выжигать, то лучше вылить, помыть посуду. Вот. В чистом посуде всегда приятно работать. Так, приятный такой сюрпризик будете распаковывать, пробовать. Это у нас подключение крокодильчиков к электродам 2000 вольт. Шнур 1,5 метра. Шнур сетевой 220 вольт и проводная кнопка пульт управления. То есть отходите на безопасное расстояние и с безопасного расстояния уже выжигаете, нажав на эту кнопочку. Кнопка возвратная, то есть без фиксации. Пальцы отпустили, и выжигание прекращается.
Вот. Это для безопасности. В принципе, все. Сейчас мы его включим, проверим и продемонстрирую то, что аппарат рабочий. Вот, после этого я буду его отправлять. Также у нас здесь сверху имеется складная ручка для удобства переноски. А снизу у нас имеются ножки пластиковые, чтобы не царапать стол. По тому, как им пользоваться, все описано у нас в инструкции по выжиганию, и паспорт выжигателя тоже читайте. Вот там все написано, как им пользоваться, меры предосторожности. Вот, аппарат очень опасный, я его не рекомендую никому, ни в коем случае. Это люди уже сами делают, либо приобретают это на свой страх и риск. Вот. Сейчас мы его включим и проверим. Так, подключили мы крокодильчики уже к деревянной заготовке, смоченной заранее. Вот, подключили его к розетке. К розетке его желательно подключать тоже правильно. Фаза 0 на вилке написано. То есть буковками L и N. N это 0, L это фаза. В розетке тоже желательно найти, где фаза, где 0 пробником, индикаторной отверткой, и включать правильно. Так как 0 идет напрямую на трансформатор, а фаза она размыкается. Вот. Включаем наш аппарат на задней панели. Включился наш трансформатор, можно слышать, вернее, кулер, можно слышать, как он работает. Включился у нас термометр, показывает 27 градусов, и индикаторные лампы тоже включились. Это сеть и защита. То есть они в нормальном состоянии включены. Вот. Защита, она гаснет, лампа индикаторная, во время того, как сработает наша защита на перегрев. Вот, берем наш пульт проводной, отходим на безопасное расстояние и, нажимая на кнопку, будет происходить выжигание. Сразу предупреждаю, что касаться вот этих проводов не стоит телом, либо лучше не ложить их на какие-то металлические поверхности, да? Лучше, чтобы выжигатель стоял на изоляторе каком-то. Вот, и провода то же самое не касались металлического станка, либо верстака, либо стола. Вот, и стол не стоял на земле. Вот, потому что все это дело 2000 вольт, очень опасно. Включайте голову и думайте, прежде чем начинаете выжигать. Вот, не торопитесь. Самое главное, не торопиться. Нажимаем на кнопочку и следим за выжиганием. Все, как только мы видим то, что дуга соединилась, отпускаем палец и не даем, чтобы сильно в дереве прожглась большая канава от этой дуги. Заканчиваем наше выжигание. Вот. И после этого можно будет вот эту заготовку, например, помыть и смотреть, какой получился результат. Вот. Но если планируется еще где-то выжигать на этой же доске, то моют только после завершения. Так, смотрим по температуре. У нас температура поднялась 29 градусов стала. Вот. И смотрим за перегревом. То есть, чтобы трансформатор наш работал долго и не перегревался до предельных каких-то там температур, чтобы он сгорел. Поэтому установлен вот такой вот термометр и защита от перегрева. Так, ну все, аппарат рабочий. Сейчас мы его пакуем и отправляем в город Лобня нашему заказчику Юрию. Вот, и также мы делаем на заказ много чего. Различные выжигатели эксклюзивные. Это резаки нехромовой проволокой по дереву, резак нехромовой проволокой для пенопласта, поролона. Это больше метра длиной проволоки. Вот. И также для пенопласта можем делать и длиной нехромовой проволоки до 10-15 метров. Это люди, кто обклеивают пенопластом дома по неровностям, и потом уже срезают неровности все раскаленной длинной проволокой. Вот. Делаем также на заказ контактные сварочные аппараты, клещи ручные, машины контактной сварки, различные мощности, различные вылеты клещей.
то есть под любой заказ нашего заказчика. Вот. Также делаем регруверы, пассиваторы, также парализаторы для забоя сельскохозяйственных животных. Вот. Так что можете переходить на наш канал, посмотреть, что мы делаем, подписаться. Вот. Если хотите такой аппарат, ставим лайк. Вот. Если вам понравился данный аппарат. Вот. Поработали, можно выключить. Вот. Оставляйте комментарии под видео обязательно, пишите, что вы думаете об этом аппарате, кто может делать сам, кто не может делать, тот заказывает. Аппарат профессиональный делаем и для больших объемов работ. Вот. Все ссылочки будут внизу в описании под видео. Также номер телефона я прикреплю снизу для заказов. Вот, переходите, смотрите. Также подписывайтесь на наши резервные каналы, это Яндекс.Дзен, так как YouTube есть такие предпосылочки, что могут его блокировать. Вот, подписывайтесь на Яндекс.Дзен, также ссылочки будут в описании под видео. Резервный канал также есть на Рутюбе и Телеграме. Вот, все, всем пока, до новых встреч.